Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в работе машинка Volvo S60 и замена передних пружин. Для осуществления данной операции нам необходимо снять колесо, далее снимаем тягу стабилизатора поперечной устойчивости, скидываем крепеж кабеля, который идет на датчик ABS. После этого стойка освобождается, откручиваются две гайки и вытаскиваются винты на поворотном кулаке. Открываем капот, сверху на стакане откручиваем три гайки и вытаскиваем стойку в сборе. Дорогие друзья, хотел бы здесь обратить ваше внимание на то, что Вида предлагает делать вот здесь замер. Вот на этой машинке здесь отверстие практически точно совпадает. Но есть машинки, где здесь в поворотном кулаке овал, и можно делать развал колеса. И поэтому Вида предлагает, сейчас я покажу. Вида предлагает сделать замер. Но я, когда работаю с незнакомой машиной, я обычно здесь делаю царапину, или маркером можно, и потом ставлю на это же место. Здесь мы все освободили, переходим наверх. Итак, дорогие друзья, на данной машинке стойка уже в неудовлетворительном состоянии. Рывков и толчков у нее нету, но она не работает. Амортизатор этот, все, ему хана. Благо у меня были саксовские амортизаторы, слегка БУ. Они у меня уже лежат, наверное, больше года. Там меняли на машинке, на которой они мало прошли. Вот они в натяжке стоят. Шток тянется вверх, стремится подняться вверх. Эти амортизаторы поставим. Вообще, хочется сказать, что когда вы задумаете менять пружины, в идеальном варианте, в идеале, это поменять вместе со стойками. Потому что разницу сразу почувствуете. Разница будет очень большая в машине. Но так как на данной машинке было конкретно дано задание поменять только пружины, стойки не закупались, ну, поставим слегка БУ. Ух, какая она! Вот она тянет, прямо тянет вверх сама. Но это живая рабочая стойка. Поставим эти стойки. Остальные прибамбасы здесь все целые и в очень хорошем состоянии. Их только почистить надо, и все. Продолжаем.
нужно переместить на новую стойку, условно новую стойку, крепеж под кабель к датчику АБС. Выбиваем старые заклепки. На старой стойке вот этот крепеж вообще выполнялся в виде хомутика обыкновенного. Вот такой стоял хомутик. Видимо, заморачиваться не хотели. А мы с вами заморочимся. Стойка готова к установке. Обязательно по капельке герметика. Затягиваем стойку с усилием 105 ньютонов на метр. И потом докручиваем на 60 градусов. Как дотянуть на 60 градусов правильно? Все очень просто. У нас есть болт, либо гайка. В общем, у нас есть шестигранник. И каждая грань, их 6 штук. Так как у нас окружность 360 градусов, длина одной грани это и есть 60 градусов. То есть провернуть надо на длину одной грани. Я примерно вижу, где эта грань сейчас находится. И на это место мы ставим следующую грань. Вот у нас затяг на 60 градусов произошел. Так, теперь еще один момент. Сейчас вот покажу здесь. Вот так вот с этой стороны попробую вам показать. Как поставить крепеж кабеля, который идет на датчик АБС. Мне иногда приходится видеть странные вещи. Вот так начинают вставлять. И отвертками шпарят его. И все. Здесь конусная поверхность. Вставляем и протягиваем. Все. Никаких усилий. И он стоит на месте. Он сам одевается легко. Теперь нам осталось одеть так называемую косточку. Тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Машинку мы приподнимем, и донкратом чуть придется подзажать подвеску, чтобы к ней подобраться. Гайка у нас затягивается с усилием 50 ньютонов. Но здесь мне динамо-ключом не подобраться. Хотя, в принципе, он не прокручивается. Почему бы не попробовать? Ну и все. Убираем донкрат из-под подвески. Проверяем все крепежи. Все хорошо, все на месте, все очень красиво. Хотелось бы еще обратить ваше внимание на один момент. После снятия стойки поворотный кулак лучше зафиксировать проволокой или веревкой, чтобы он не отклонялся сильно наружу. Делается это для того, чтобы избежать неприятностей с приводом, вернее его внутренней частью.
Что ж, дорогие друзья, на этом ремонт подошел к концу. Всего хорошего и до новых встреч!